В этом видео мы поговорим, как видеоигра Geometry Dash застряла в производственном кризисе и как его спасти. Сразу хочу предупредить, что я не пытаюсь оскорбить ГД, просто пытаюсь сказать, что обновление выходит очень и очень редко. А также хочу сказать, что каждую неделю я буду уделять внимание определенным играм. То есть на прошлой неделе я уделял внимание кейсу, а на это буду уделять внимание Geometry Dash. Так, начинаем. Кто же виновен в том, что ГД попало в производственный кризис? Я думаю, что никто. Ни разработчик Роберта Палас, ни сообщество игры. Я понимаю, что обновлять старую игру довольно сложно, ведь в самом начале у разработчика меньше опыта, и поэтому сложно в будущем, уже с новым и с эффективным опытом, обновлять игру. Например, Java издание Minecraft. Ночь, создатель игры, также имел меньше опыта, и сейчас, когда новые разработчики работают над игрой, сильно заморачиваются с кодом, так как он довольно корявый. Поэтому Роптоп, точнее Роберт Палас, не виноват в том, что редко выпускает обновления. Кризис заключается в том, что крупные обновления выходят очень редко. Однако сообществу игры это никак не помешало. И на протяжении 6-7 лет люди выпускали новые уровни и выходили за рамки возможного. Просто представьте себе, как вообще можно в 2D редакторе уровней создать 3D уровень? Это просто нереально, казалось бы. А на деле нет. А уровень iSpy? Посмотрите на его геймплей. А теперь посмотрите на редактор. И таких примеров куча. Если я начну перечислять, то видео закончится через 40 минут. Поэтому сообщество Geometry Dash — настоящие самоубийцы. Я вам рассказал, кто виноват в производственном кризисе и в чем он заключается. Я кризис. И сейчас мы поговорим, как же спасти ГД. На деле надо сделать немного, но это будет непросто. Главному и единственному разработчику игры надо всего лишь нанять больше людей, а именно разработчиков и главных модераторов. Насчет вторых я имею в виду то, что все оцененные уровни, то есть уровни с галочкой, точнее со звездочкой, оцениваются самим Робертом, из-за чего он теряет много времени. Я думаю, что с многомиллионным бюджетом игры создатель может такое себе позволить, и это не станет такой тяжелой проблемой. И кстати, после долгостроя новой версии 2.2, Роб собирался нанять новых людей, и возможно он уже нанял. И они уже готовят 2.3, ну или хотя бы 2.21. Сверяясь с технологией интернет, новое крупное обновление должно выйти уже этой зимой. И я надеюсь, что оно не затянется на очередные 6 или 7 лет. Влияет ли производственный кризис на сообщество? Конечно же нет. И я уже сказал, почему именно нет в предыдущей главе. И поэтому, кстати, это очень короткая глава. Переходим к следующей. Нет, сразу нет, однозначно нет. Ну просто нет. Роберт нереально гигачат. Ведь он успевает делать такие дела, как отвечать в Дискорде, делать обновления в игре, отвечать на проблемы игры из почты, в которой более 6000 сообщений, ходить в спортзал, заниматься личной жизнью, свои хобби, дела по дому, оценивать уровни, нанимать аниматоров и еще кучу чего, и это все он делает сам. Просто сравните мой повседневный образ и его жизнь. Надеюсь, вы поняли меня. Поэтому Роптоп не лентяй. Я думаю, что здесь можно закончить. Надеюсь, вам понравилось мое видео и мнение. Поэтому советую зайти в наш ТГК, ведь надо. Не обсуждается. Быстро зашел. А еще лайк не забыл оставить, а то я в следующем видео твой IP-адрес пойду. Я слежу за тобой. Ну а так, всем спасибо, всем пока.